Загадочная буква «К» на золотом мяче. Вы наверняка видели это видео. И сегодня, 22 сентября, определится новый обладатель золотого мяча. По итогам сезона 24-25 куча кандидатов, среди них Хвича Кварацхелия. Давайте разбираться, каковы его шансы и вообще, кто сегодня заберет этот трофей. Погнали! Друзья, всем привет! Сандро, Shot Media. Мы по-прежнему в Батуми. Прекрасная погода, наконец-таки дожди закончились, и можно записывать с улицы, а не прячась в прохладной или даже холодной квартире, потому что дожди действительно были холодные. Итак, этот день настал, мы его долго ждали. Сегодня определится обладатель золотого мяча. Вы наверняка уже слышали про всю эту шумиху, про сливы, вот про это самое видео. Я ничего утверждать не буду, у меня есть ощущение, что специально так интерес к церемонии подогревается. Совсем не значит, что обязательно Кварацхелия выиграет, а что буквы «К» нету ни у Дембеле, ни у Рафини и так далее. Ну, кто что знает, может быть, это просто был какой-то монтаж, вообще какие-то левые люди это сделали. Я вообще призываю вас не только подписываться на канал и ставить лайк этому видео, но всегда проверять информацию, потому что посмотрите на вот эти сливы. Просто с разницей в несколько часов то у нас Ямаль выиграл золотой мяч, то Рафиня, где-нибудь сейчас Кварацхелия еще выиграет. Мне кажется, это все полная ерунда. Давайте ждать церемонии, давайте смотреть, что будет по факту. И знаете, самое забавное, что на этой церемонии сегодня не будет самого Хвича Кварацхелии и вообще практически всего Пари Сен-Жермен, потому что вчерашний матч против Марселя перенесли из-за плохой погоды. Видите, погода плохая была не только по всей Грузии, но и во Франции, в Испании. Вы, может быть, видели, что Барселона вчера играла тоже под дождь, но свой матч они никуда не перенесли, сыграли, и я думаю, сегодня большой делегацией отправятся в Париж. Видите, еще ирония какая, что церемония награждения золотого мяча пройдет именно в Париже. Но самих парижан там не будет. У ПСЖ выездной матч в Марселе. Очень важный матч. Всегда, знаете, такая афиша. Всегда особая атмосфера. Но хозяйничать в Париже, возможно, сегодня будет Барселона. Вот так, такая ирония бывает. Что ж, давайте разбираться, почему вообще золотой мяч так важен. Потому что по факту это единственная награда, которая имеет огромную историю. С 1956 года вручается лучшим футболистам мира. Вначале это были футболисты из Европы, потом стали вручать уже в 90-е футболистам, выступающим в Европе, но самого разного этнического происхождения, давайте так скажем. И уже в 2000-е это ограничение совсем сняли, то есть сейчас, условно, футболист из Южной Америки, играющий в чемпионате Южной Америки, может спокойно эту награду забрать. Ну, это детали, это, скажем так, организация. Как происходит вообще это определение, какие критерии? Долго спорили, личные достижения, командные достижения, сборная, клуб. Ну, не было какого-то единого мнения. Вот сейчас на сайте УЕФА, вот вам показываю, можете зайти прочитать. Написано, что личные достижения в приоритете. И важно, насколько эти личные достижения повлияли на достижения командные. Второе командное достижение, там еще есть интересная приписка, какой-то класс, характер. Не знаю, как это можно оценивать, как это считается. Но даже имея эти критерии, нужно понимать, что голосуют люди. В разное время голосовали тренеры, журналисты, капитаны. Сейчас история такая, что есть рейтинг FIFA, вы наверняка его знаете. Там есть и сборная Грузии. И грузинские журналисты, кстати, тоже будут голосовать. Я не знаю, как определяют этих журналистов и кто вообще эти люди, кто голосует, но они журналисты. Давайте сойдемся на этом. Мы берем на данный момент рейтинг FIFA и выбираем топ-100 сборных, которые в нем присутствуют. И вот эти 100 человек, 100 представителей своих федераций, они отдают голоса. И знаете, если раньше голосовали за топ-5, сейчас голосуют за топ-10. И вот вы видите, что ранжир там не идет 10, 9, 8, 7 и так далее. А видите, что определенный ранжир есть, соответственно, первые места, вторые, третьи, они имеют больше вес и большую ценность. Но давайте посмотрим на названия стран, которые будут голосовать. Сколько здесь Африки, сколько здесь Азии, Южной Америки. Как говорится, при всем уважении к Хвиче Кварацхелии, и вот даже сейчас я в его футболке, но мы с вами прекрасно понимаем, что условного Дембеле в Африке знают куда больше, чем Хвичу, и на фоне такого сезона, когда вообще у Пари Сен-Жермен 9 человек претендуют на эту награду, конечно, даже вот этот обычный человеческий фактор, он будет скорее в пользу
футболистов, скажем, африканского или арабского происхождения. Для чего я это все сейчас вам рассказываю? Что не нужно воспринимать вообще всю эту церемонию и эту награду как вот лучше Хвича или нет. Ну, для нас с вами он, конечно же, лучше. Вы понимаете, что это очень-очень субъективная награда. Вот выиграл ты матч, забил больше голов соперника, все, ты чемпион. Здесь все понятно, правильно? Лучший бомбардир, забил больше голов, ты чемпион. А здесь что? 100 журналистов какие-то собираются, где-то их там закрывают или нет, или просто отправляют свое мнение и на основе этого собирают. Ну, представьте, журналисты из разных стран, с разной биографией, вообще с разным опытом смотрения футбола. Ну, это очень-очень рандомно. И я уже не говорю о том, что как вообще сравнивать вратаря с защитником, защитника с полузащитником. Да, возможно, вы возразите, что здесь основные кандидаты все-таки это игроки атаки. Но, тем не менее, вот все вот эти факторы, они выливаются в то, что очень велик элемент случайности, но, может быть, в этом и уникальность данной награды. Вот, например, все говорят про Ямаля, а если посмотреть на статистику, то у Дембеле она будет гораздо лучше, и Дембеле вообще выиграл больше всего. И знаете, если говорить про Дембеле, забавно, что Луис Энрике тоже напел кричалку фанатов Пари Сен-Жермен и говорит, что он ее постоянно слышит, что именно Усман должен забирать золотой мяч. Кстати, Усман, как и Дезире Дуэ, они не отправятся на матч с Марселем, и, скорее всего, вот они-то в Париже будут, и если Усман награду выиграет, то вполне может ее лично получить уже в этот вечер. Ну а теперь давайте попробуем быть немного объективными. Вот, допустим, хотите вы определить, да, кто должен выиграть эту награду в этом году по статистике, да, вот так сказать, по количеству достижений, и индивидуальных, и самых разнообразных. Давайте взглянем с этой позиции на Хвичу. Я всех кандидатов не буду рассматривать, для этого есть другие YouTube-каналы, пусть они этим занимаются. Мы сейчас поговорим про Хвичу. Прошедший сезон. Что было яркого? Необычное достижение. Победа в 2 чемпионатах. Хвича играл за Наполи, забивал там, раздавал там, набирал очки для команды, и Наполи в итоге стал чемпионом Италии. По ходу сезона Хвича переходит в другой клуб, продолжает забивать, продолжает раздавать, выигрывает чемпионат Франции, выигрывает Кубок Франции, доходит до финала клубного чемпионата мира, ну и вообще вписывается очень круто в коллектив. Если взять вот топ-10 кандидатов, ну кто, кстати, из них вообще по ходу сезона переходил и оставался на прежнем уровне, а может быть даже и прибавлял? Нет таких кандидатов, и в этом, конечно, уникальность Хвичи. Ну вот если есть вот эта таблица показателей, за что баллы какие-то начисляются, то характер, вот, наверное, здесь характер и класс, вот за что Хвичу можно было бы добавить, потому что, ну, по ходу сезона так менять команду и выигрывать с ней не каждый способен. Но обратите внимание, те сезоны, когда футболисты, не блеснувшие на клубном уровне, выигрывали награду, они чего-то добивались со сборной. Что касается сборной Хвичи Кварацхелия, мы помним Евро, но Евро это уже сезон назад, это уже не этот золотой мяч. А что было у сборной Грузии за прошедший год? Не самое удачное выступление в Лиге наций, не так много забитых мячей в исполнении Хвичи. Да, матч против сборной Армении, Турцию мы уже не считаем, и Болгарию, это уже тоже новый сезон. И какой-то сухой итог, что в сборной, в общем-то, ничего яркого не было. На клубном уровне у Хвичи был 51 матч, 13 голов и 11 ассистов. Подчеркну, что это вместе в составе ПСЖ и Наполи. И 7 матчей за сборную, 2+2, 1+1, в том числе в матче против сборной Армении. Такие показатели, ну, не самые выдающиеся, давайте будем честны, тем более, когда есть такие гиганты, пусть выступающие в сборных посильнее. Еще один важный фактор, который учитывает УЕФА, по крайней мере, просит учитывать при голосовании, это роль личных достижений футболистов в успехах командных. И несмотря на то, что Хвича внес свой вклад и в победы Наполи, и Пари Сен-Жермен, но все же давайте будем объективны. Вот если брать плей-офф Лиги Чемпионов и плей-офф Чемпионата мира, то, ну, Астон Вилла Хвича забил, да, отдал голевой ассист на Дембеле. Пожалуй, это все. Гол в финале Лиги Чемпионов, ну, там уже все было понятно. Я думаю, вы со мной спорить не будете. Клубный чемпионат мира классно Хвича начал, но в плей-офф подкачал. Там тоже таких ярких действий особо не было. Если говорить про Кубок Франции, тоже там фактически был один такой только яркий матч. В финале Хвича не играл, тоже в этой победе не участвовал. Ну вот и вот так вот у нас набегает, что
вклад Хвичи индивидуальный в командные достижения, он не такой великий. Нравится нам это или нет, но это такой факт. Вот, слушайте, пожалуй, это основное, что можно сказать про Хвичу в этом сезоне, ну, вернее, в минувшем сезоне, и про его шансы в этом голосовании. Я отмечу, что Хвича уже участвовал в 2023-м, занял 17 место, и посмотрите вообще на общую таблицу, то яркий сезон в Лиге чемпионов. Тогда, кстати, ну, кроме чемпионата Италии, ничего Квара не выиграл. Но, тем не менее, видите, попал в рейтинг и очень даже неплохое место занял. Я хотел бы сказать пару слов про советское время. 81 год, когда «Динамо» Тбилиси, легендарная команда, взяла Кубок Кубков. И вот в том году как раз-таки очень много футболистов грузинских принимало участие в голосовании. Посмотрите, сразу 3 футболиста были в финальном списке. И вот Ромас Шенгелия, 7-е место. Это пока высшее достижение грузинского футбола, ну пусть в советский период. Сомневаюсь, что Хвича сможет перебить это достижение вот прямо сейчас, но в будущем, мне кажется, вполне может перебить. Давайте не будем забывать, что, например, Андрей Шевченко вообще брал золотой мяч, и тогда в те годы, когда это случилось, это был 2004 год, было достаточно достойных кандидатов, но вот было такое понятие у золотого мяча, как по совокупности достижений. Получил Шевченко его. Я надеюсь, что Хвича по совокупности своих достижений тоже получит еще золотой мяч. И все же поговорили мы про грузинских футболистов, но кто возьмет награду сегодня? Основные кандидаты — это Рафинья, Дембеле и Ламин Ямаль. Много самых разных сравнений. Вот кто любит статистику, можете посмотреть. Основными фаворитами являются Дембеле, Рафинья и Ламин Ямаль. Ну, знаете, сказали мы про Энрике, его реакцию. И вообще 9 парижан, я напомню, что будет в общем голосовании. Ну, Доннарума уже не парижанин, но тем не менее он все-таки прошлый сезон в Париже провел. И он благодаря этому находится так высоко в рейтинге. И, например, Луис Кампос, спортивный директор Пари Сен-Жермен, совершенно уверен, что Дембеле должен забирать награду. Лучший бомбардир чемпионата Франции, лучший игрок чемпионата Франции, лучший игрок Лиги чемпионов. Ну, короче, все забрал. Ну, как, кто, если не он, должен забирать золотой мяч? Я совсем не уверен, что все вот эти награды Дембеле влияют на мнение журналистов, но все равно, знаете, где-то в подкорке закладывается. А вот тут он лучше, значит, должен быть лучшим и вообще во всей Европе и во всем мире. Но, знаете, с другой стороны, Родри-то выиграл в прошлом году, поэтому давайте ждать церемонии. Сегодня в 22:00 под Тбилиси в прямом эфире смотрим. Я думаю, что будет очень интересно. Ну и, конечно, одним глазком поглядываем. Кочуарашвили сегодня еще играет, Хвича Кварацхелия. Короче, куча всего. И поэтому не единым золотым мячом мы живем, но лайчик под этим видео лучше всего поставить. Кстати, если вы забыли, я напомню, что помимо золотого мяча, собственно, есть еще другие награды, которые будут вручать, например, лучшему молодому футболисту, лучшему тренеру, лучшему бомбардиру и лучшей команде. Ну, что лучшая команда будет Пари Сен-Жермен, у меня сомнений нет. И вообще, знаете, вот Луис Энрике всех обучил футболистов своей команды, постоянно говорит, что индивидуальные награды ерунда, ничто, главная командный успех. И, ну, просто, вот я думаю, что Энрике и ПСЖ должны стоять сегодня на этой сцене, а не мокнуть там где-то в Марселе. Хотя, может быть, там тоже сегодня будет такая вот погода, как сегодня в Батуми. Я напомню, что в прошлом году на награду лучшего вратаря претендовал Георгий Мамардашвили. Вообще получается, что грузинские футболисты стабильно присутствуют на всех этих мероприятиях, потому что, смотрите, 23-й год Хвича Кварацхелия был в топ-30, занял 17 место. В прошлом году Георгий Мамардашвили претендовал на трофей Яшина лучшего вратаря, занял 7-е место, кстати, топ-7 вратарей мира, это очень круто. И вот в этом году снова Кварацхелия. Мамардашвили должен, кстати, на днях сыграть за Ливерпуль, наконец, и, может быть, начнет свой триумфальный путь к очередной номинации на трофей Яшина. Пишите ваше мнение, что вы ждете от этой церемонии, вообще будете ли ее смотреть, и считаете ли справедливым определение победителей золотого мяча, или все это ерунда, показуха, игр букмекеров и прочее. Вот такие основные факты. Надеюсь, что вам было интересно. Призываю вас, главное, сегодня не расстраиваться. Давайте вот, как Кочуарашвили говорит, наслаждаться, что грузинские футболисты есть, про них говорят, они во всем этом участвуют, а мы с вами за этим наблюдаем. Всем хорошего дня, Нахвамдис.